Начали. Привет, Андрей. Рад тебя видеть у себя на канале. Ребят, решил позвать Андрея себе в гости, так как, собственно, когда я начинал заниматься своим YouTube-каналом, заниматься сферой NFT, Андрей это был единственный человек, чьи видео можно было посмотреть на русскоязычном YouTube касаемо индустрии NFT и Play to Earn, потому что, когда мы начинали с тобой, вообще информации об этом было очень мало, и то, что сейчас новые пользователи могут сделать там за 2 клика, нам приходилось все узнавать, искать эту информацию, что-то там на вакс-блоке, все делать. Вот. И хотел с тобой поговорить вообще, куда движется эта сфера, что нас ждет в будущем. С тобой еще можно поговорить как с разработчиком, потому что у тебя есть несколько проектов. Насколько я помню, мы с тобой обсуждали это как-то в Телеграме прошлым Да. летом. Вот. Вообще, как ты сейчас видишь сферу NFT? И видишь ли ты корреляцию сферы NFT с рынком криптовалют? Вот такой вот вопрос. Слушай, я немножко начну с того, что последние несколько месяцев по понятным причинам я не так сильно следил за всей индустрией. Конечно, там какие-то ключевые моменты, ключевые дропы, ключевые игры. Смотрел, как это все происходит, но редко где участвовал, особенно в новых play-to-earn проектах. Мгм. Вот. Мое мнение, оно в принципе не изменилось. Оно, наверное, будет многим больно слышать. Как-то так. Почему? Потому что я, в принципе, давно понял о том, что NFT и вся методика Play to Earn, они, в принципе, немножко поднасрали разработчикам игр в целом, потому что люди перестали просто получать кайф от игр, вот, потому что я изначально просто любил играть, я в школе ходил, прогуливал уроки, играл в Counter-Strike, там кто-то в StarCraft играл, То же второй и так далее. самое, то же самое. Вот. И мы играли просто по кайфу, потому что у нас было сообщество, нам было прикольно, ну и так далее. Потом начались какие-то мобильные игры, и мы все помним о том, как мы играли в эти мобильные игры, мы тупо донатили, вообще не думая о том, что это когда-то окупится, когда-то мы что-то заработаем и так далее. Я всегда привожу в пример тот же Hearthstone, фанатом которого я являлся долгое время. Действительно топовая игрушка. Понятно, Blizzard, миллионы денег, миллиарды для разработки. Можно за такие деньги строить что угодно и намного круче. Но Hearthstone, тем не менее, по механикам, по движухе, по обновлениям, она считается такая супер-пупер игрушка. Наверное, вторая после Magic the Gathering. Вот. И в Харстоне, опять же, мы просто играли и не парились. Вот. Появилась тема Play to Earn, и, естественно, здесь появилась, скажем так, конкуренция между разработчиками, и эти разработчики начали уже в первую очередь думать, наверное, не о геймплее, да, а о каком-то, о методе все-таки завлекания большего количества людей для того, чтобы это большее количество людей привлекало. Ну, то есть обычные пирамидные методы раскрутки, когда ты больше все-таки думаешь не о каких-то механиках, артах. Все мы видели эти страшные игрушки, которые выходили на Ваксе с абсолютно там тир-3 артами, которые в итоге там продавали свои паки, на них делали там много-много иксов и все. Ну, то есть интерес к самой игре перешел на второй план, вот, и интерес к флипу на первый план. Конечно же, мы все этим пользовались. Грех, в общем-то, жаловаться, наверное. Да, это точно, Вот. точно, были хорошие времена. И я полностью тебя поддерживаю в том плане, что на самом-то деле NFT-игры, они больше не про геймплей, а больше именно про заработок, и все за этим гонятся. Но и если мы видели до этого тенденцию такую, что разработчики просто толпами заводили людей для того, чтобы поднять больше бабла, то сейчас я вижу тенденцию, что стали появляться какие-то более геймплейные игры, и тот же Chain Monster, да, вот ты снимал на своем YouTube-канале, это MMORPG, тот же Мир 4, сейчас в MMORPG Arcade тоже хотят ввести NFT, и я вижу, что тенденция идет именно вот в эту степь, когда игры появляются не такие, что мы просто кликаем, да, там раз в час там какую-то кнопку, чтобы получить какой-то токен, а действительно они пытаются показать какой-то геймплей, и можно ли сказать, что, допустим, в 2023-2024 году эта тенденция вот прям полностью перейдет на этот план и будет много различных геймплейных игр, в которых еще можно будет заработать?
Смотри, ну точно будет, потому что как это все происходит? Происходит все таким образом, что вот есть, например, я как инди-разработчик, у меня нет бюджета в несколько миллионов для того, чтобы провести правильную Мгм. дроп-компанию, там, маркетинговую компанию и так далее. Вот. Есть, условно говоря, студии, которые уже сделали какие-то игры. И вот это то, что происходит сейчас, потому что не кто-то что-то билдит конкретно под Play to Earn и под NFT, а скорее берут вот эту вот Web3 историю всю с NFT и методом Play to Earn и уже ее прилепливают на те проекты, которые уже когда-то были разработаны и где-то лежали в шкафчике. То есть на самом деле я общаюсь с ребятами, которые занимаются разработкой игр, в общем-то, обычных просто мобильных игр, и они тоже как бы для себя интересуются тем, что они подключить бы нам NFT, а эти игры сами по себе, они просто уже немножко другого уровня, то есть это Мгм. не какие-то там, как ты говоришь, вот кнопку нажал и пошел спать, потом проснулся, еще раз кнопку нажал. Вот, это уже какие-то действительно там шутеры и так далее. Вот. Более того, там вышли какие-то новости, я если честно, ну не вдавался, но слышал о том, что GTA собирается вот эту всю историю к себе применять. И если Мгм. GTA применит к себе там формат метавселенной, формат NFT и Play to Earn какого-то, но причем Play to Earn, он же сейчас тоже трансформируется, он не такой тупой, что ты типа фармишь токены, и эти токены ты потом тупо льешь по стаканам. Ну, как бы сейчас уже там скорее ты что-то там за эти токены апдейтишь, Да-да-да. какого-то Мгм. своего персонажа, апдейтишь, там холишь, лелеешь, и в конечном итоге этого персонажа ты, в общем-то, можешь продать на NFT-маркетплейсе. То есть ты не тупо в ликвидный рынок его сливаешь, а сливаешь его на маркетплейсе, точнее не сливаешь, а выставляешь его. И если кто-то захочет, то он его купит. Вот. Поэтому ну, эти все механики немного поменялись, и мы, собственно, в нашей третьей игрушке, над которой мы сейчас работаем, примерно этим же и будем заниматься. У нас будет неограниченная эмиссия там, внутреннего токена, он будет миллионами сыпаться, но его можно будет только в игре потратить, то есть это просто фишки. Ну и мне кажется, это такой правильный момент. Вот. А, Да, чейн-монстры. Ну, кстати, чейн-монстры я в русскоязычном чате последнее, что читал, что все ректанулось, все пропало, как бы Все как ничего нет. всегда, все как всегда. Честно, ну, как бы я не заходил давно в Discord, у меня просто на это не было там ни сил, ни желания. Сейчас другими вещами занимаюсь, там, жизнь устраивал в другом городе. Вот, Да, стоит поэтому, сказать, что Андрей с Украины, и из-за всей этой геополитической ситуации он был вынужден немножко отойти от дел и заниматься более важными вещами. да, назовем это войной, наверное, все-таки, ну и геополитические, конечно, игры наших друзей в том числе. Да, Слушай, я поэтому поддерживаю тебя то, что вот в ближайшем будущем, скажем так, игры станут более интересны для обычных игроков, которые не интересуются заработком, и такие компании, как GameSoft или EA Sport, они уже интересуются тематикой NFT и уже не раз упоминали о том, что у них есть в каких-то там ближайших планах как-то взаимодействовать со всеми этими делами. Ты затронул тему того, что у тебя будет еще одна игрушка, уже третья по счету. Перед тем, как мы поговорим вообще о стороне разработки NFT-игр, я бы хотел спросить, я сейчас, перед тем, как мы созваниваться с тобой, посмотрел нашу переписку, и прошлым летом ты мне отправлял небольшое видео, я не знаю, можно об этом говорить или нет, где в одном из твоих проектов есть токен, ну, который можно пощупать, вот этот жетон. Эта идея реализовалась или ты ее решил отложить? И вообще как это все развивалось? Почему пришла такая идея? Да, я расскажу вкратце для ребят. Или давай лучше ты расскажешь, потому что ты. а мы про какой проект говорили-то, я не помню. По-моему, Ocean Planet. Ocean Planet, там был жетон, ты мне скидывал видосик, который то ли из глины, Да, да, да. выглядел очень классно. Это был founder токен, то есть здесь ничего там прям сверхъестественного. Идея была такая, что там базовая OG комьюнити просто приобретают эту монету, и в будущем, когда мы выпускаем какие-то обновления, мы, во-первых, информируем вот этих вот участников в сообществе, в закрытом канале в нашем Дискорде, вот, и мы делаем для них постоянно какие-то дропы. То есть на сегодняшний момент, как бы, да, с тех пор прошло какое-то время, но у нас уже режимы PvE и PvP
PvE, в принципе, он готов на тестовом серваке, у нас его можно посмотреть, пощупать. PvP допиливается, и там вопрос конкретно, в общем-то, балансировки механик, балансировки персонажей, оружия и так далее. То есть там получилось очень прикольно. Корабль, на него ты одеваешь персонажа, на корабль одеваешь ствол какой-то, есть определенное количество кораблей, которые ты можешь использовать одновременно и так далее, и выставляешь свою линию, собственно, они валят противника и так далее. Это касательно PvE. Касательно PvP то же самое, есть определенные лиги с определенными ограничениями, вот, в зависимости от того, сколько у тебя очков ты там к какой-то лиге, в общем-то, ассайнишься, и тоже друг против друга начинается такая войнушка. Вот. Касательно этого Да, да, токена, да. то есть у нас есть закрытый канал, где я, собственно, информирую ребят, которые там еще активные остались, да, потому что, ну, у нас нет возможности разрабатывать так быстро, как хотелось бы, все-таки бюджеты ограничены и ситуация не на нашей стороне. В общем-то, жизненно, там, ковиды, война и так далее, как бы все сложно, одним словом. Вот. Но, тем не менее, мы делаем то, что мы обещали делать, и информируем товарищей наших, которые владельцы токенов, о том, что они могут первыми тестировать это дело, и мы им как бы там дарим внутренние игровые предметы, с помощью которых они там потом смогут быть немножко на голову выше, скажем так, остальных игроков. Вот такая идея. То есть это, ну, по сути, взял тему, мне понравилась эта тема в игрушке, которая тоже так и не вышла, если помнишь, World, господи, короче, этот доктор кто? Доктор Ху. О, нет, Карточная я игрушка. не вспомню такое. Ну, это мощная тема, то есть это реально как бы франшиза там, BBC, NBC, не помню, английская тема, английский сериал, который там чуть ли не 40 каких-то сезонов этого сериала, и в рамках вот этого всего сериала ребята делали игру, причем там те, кто за ними следил, там могли получать тоже внутренние токены, за эти внутренние токены покупать паки. Я, опять же, очень давно не заходил и не смотрел, что у них там происходит с активностью, вот. Но у них там были фаундер токены, они их очень успешно продавали, это было такое закрытое сообщество, в общем-то, людей, которые первыми получали какие-то интересные плюшки. Слушай, во-первых, так, ребят, ссылку на YouTube канал Андрея и на все его игры, которые он делал, будут в описании, поэтому, если вам интересно, всегда можете перейти и посмотреть. И вообще, ты один из немногих русскоязычных разработчиков, который долго держится в строю, потому что я знаю много англоязычных разработчиков, но, к сожалению, у меня в силу того, что я английский язык не знаю, нет возможности как-то записать с ними видео. А с тобой я бы хотел поговорить вот касаемо стороны разработки игр. Какие есть сложности, какая у вас команда и насколько сложно делать ту или иную игру на каком-то конкретном блокчейне? Вот вкратце, чтобы ребята понимали, потому что часто мне пишут вопросы: Гео, вот слушай, я хочу сделать игру, а с чего начать? Вот где искать там людей? У меня там есть, допустим, бюджет, я хочу инвестировать его, сделать, там у меня есть идея, какая-то механика. Вот с чего начать? Сложно ли это вообще, стоит ли этим заниматься? Вот ответь таким ребятам на этот вопрос. Слушай, ну, во-первых, изначально же игру надо создавать, а интеграции в блокчейн, что они дают? Они дают возможность, то есть с чего все начиналось у меня, да, первая Play to Earn игра, и ты ее прекрасно знаешь, ты про нее много рассказывал, вот, и ребята, мне кажется, тоже нормально на ней заработали, это Splinterlands, раньше она называлась Steam Monsters, вот, я в 2019 году впервые познакомился с этой игрой, познакомился с разработчиками, мы вместе были на конференции в Бангкоке, вот, и мы, по сути, много чего у них брали. Что у них, какие вопросы у них решал блокчейн? Во-первых, просто каждая битва, каждый твой пук в этой игре, условно говоря, был записан в блокчейн. То есть это как твой след в истории этой игры, записанный в блокчейн Hive. Дальше был логин-метод с помощью блокчейна Hive. Таким образом, типа как бы ты полностью контролируешь свой аккаунт. Карточки, опять же, которые там есть, они представлены в виде NFT на сайдчейне, который на тот момент поддерживал блокчейн Hive. И более того, они сделали мосты между эфириумом и сделали мосты между ваксом. То есть эти все карточки, которые у тебя есть в Splinterlands, они могли существовать в разных сетях. Я когда-то даже переводил себе на эфириум там, в 2019 году, когда это было дешево, чисто по тесту.
Потом у меня даже какую-то там абсолютно смешную карточку купили там за 0,1 эфира, было очень смешно, потому что карточка стоила 4 цента. Вот. И один Но это по чувачок. незнанию, видимо, ребята кто-то купил. Да, ну как бы, ну это не мои проблемы, я так как бы просто Не, сто выставил процентов, потестить да-да-да. OpenSea. Вот, поэтому, ну смотрите, первое, что нужно, это сделать там какие-то действительно интересные механики, придумать какой-то туториал и понятный геймфлоу для того, чтобы игрок задержался в игре хотя бы на 1-2 недели. Для этого как бы используют стандартные методы, когда ты заходишь в игру, тебе просто там стрелочкой пишет нажми сюда, сгенерируй персонажа, например, как у нас будет. Ты сгенерировал персонажа, и тебе сразу какая-то плюшка там прилетает, но желательно, чтобы эту плюшку ты мог там потратить только на развитие этого персонажа, потому что если будет прилетать что-то ликвидное, то, естественно, начнется абьюз, как бы, и Да. начнут выходить, в общем-то, средства из игры. Вот, то есть интересный геймплей и какой-то, возможно, я бы так сказал, мифический, ну, не мифический, да, а как бы дать понимание человеку, где и как он может что-то заработать. Потому что, ну, то есть, если ты создаешь игру для гильдии, да, для play to earn community, то как-то где-то что-то зарабатывать кто-то должен. Мгм. Вот. Ну и, соответственно, дальше, то есть сама прикрутка блокчейна, она как бы, ну, это не, ну, мне кажется, там 10% проблема, все остальное 90%. Там, скажем так, 80-70% это маркетинг весь вокруг этой движухи, 100%, да. 20% это разработка и 10% это прикрутка блокчейна, потому что, по сути, каждый более-менее адекватный блокчейн имеет своих, ну, во-первых, там блокчейн-специалистов, во-вторых, есть какие-то там гильдии и какие-то, в общем-то, команды, которые заинтересованы в том, Прости, я чтобы... перебью Ну, тебя. Андрей говорит не про игровые гильдии, не которые внутри игры там в кланы собираются и идут воевать, да. а гильдии именно блокчейна, которые позволяют через, можно сказать так, свои ресурсы, да, свой функционал внедрить то или иное действие в блокчейн. Ну, то есть это как бы люди, которые заинтересованы в общем росте блокчейна. То есть чем больше, понятно, будет больше юзеров Ниара, например, того же, да, с которым мы активно сотрудничаем, чем больше будет там активных кошельков, тем, скорее всего, цена Ниара будет выше, и тем, скорее всего, все мы станем чуть богаче, если у кого-то есть Ниар. Мгм. Вот. Вот смотри, такой вопрос. Насколько большие бюджеты должны быть для создания своей игры? И насколько большая команда? Или это можно все сделать в соло, в принципе? Ну, в соло точно, наверное, нет, потому что один человек делать, там, располовиниваться на тот же фронт и бэк, это, ну, мы это проходили, скажем так, мы это знаем, это сложно, это долго и так далее. Команда, конечно, должна быть. Команда чем больше, тем лучше. То есть, соответственно, должны быть какие-то комьюнити-менеджеры, Мгм. чтобы Discord, Telegram и все социальные сети были всегда активными, наполненными, чтобы шла какая-то дискуссия постоянно в тех же Discord-серверах. Должен быть там маркетолог, который будет заниматься обработкой мошенников колов, так я их называю, те, которые стучатся в Твиттер и постоянно там за 0,05 эфира говорят, что мы сейчас на свой супер накрученный твитак вас как зарепостим, Да, и да, все да. у вас дальше будет вообще в жизни хорошо. Мы это все тоже проходили, это не работает, то есть абсолютно точно. Вот. Но тем не менее, как бы какие-то там адекватные колы на разных блокчейнах есть, их нужно знать, с ними нужно общаться, те же гильдии игровые, их нужно знать, и с ними нужно общаться. Они там даже, они не про деньги, им просто, они тоже заинтересованы в общем росте блокчейна, в общем росте всей экосистемы. И если вы становитесь частью этой экосистемы, то значит, ну, в их интересе вам помочь. Мгм. Вот. Ну, как бы, если есть грамотный технический специалист, который может нарезать задачи по разработке игры, там, фуллстеку, фронту, бэкэнду и так далее, если он может как-то распараллеливать процессы, чтобы один работал над одним, второй над другим, и при этом гейм
разработчик, именно я говорю про человека, который в табличках экселевских рисует все внутренние механики, вот, если этот человек успевает нарезать задачи этому человеку, то тогда можно, условно говоря, брать там 2 бэкэнда, одного фронта. Вот у нас на третьем проекте работает один фронт, один бэк, один, в общем-то, гейм-дизайнер. Вот. Я, который это все пытается контролировать и в то же время там общаюсь с гильдиями в разных соцсетях. Ну, то есть, в принципе, базовая команда должна состоять из точно двух программистов, которые один будет заниматься и бэкэндом, и блокчейн интегрировать. Почему я, кстати, сказал о том, что блокчейн интегрировать несложно, потому что, опять же, в принципе, каждый более-менее адекватный блокчейн имеет базу различных библиотек, которые на понятных уже обычным нормальным программистам языках, там JavaScript, какой-нибудь там просто Java, еще что-то. Есть вот эти плагины, есть документация, если ты умеешь ее читать, то ты спокойно прикручиваешь, ну, как бы готовые 100%, решения. как на Ваксе, как на бирже Alcor, там есть документация, и, в принципе, все описано, как можно прикрутить. В общем, все это собрать воедино, все вот эти вот пазлы, чтобы все это начало работать как часы. В принципе, это развернутый ответ, спасибо тебе большое. Я, знаешь, вспомнил про Splinter Lands, вот ты сейчас сказал прям, поностальгировал немножко, тоже в переписке у нас была фотка, где я сижу в кальянной, и ты мне написал, вот тебя Splinter Lands зацепил, когда я сидел там, квесты делал. Знаешь, вот такой вот вопрос к тебе, как к разработчику. Я думаю, многие сейчас столкнулись, и разработчики, и пользователи, с тем, что во многих play-to-earn проектах существует такое явление, как гиперинфляция, когда токен просто укатывается в нули из-за того, что его массово выводят и пользователи, и разработчики. И, возможно, вопрос немножко необычный. Вот что разработчик должен сделать, если его проект достиг этого пика гиперинфляции, если проект больше не интересен пользователям, вот как поступить разработчику? Стоит ли ему сказать, все, ребят, гиперинфляция, до свидания, мы закрываемся, потому что интереса больше нету. Либо ему стоит дальше держать свой проект, надеяться на лучшее, пытаться что-то изменить. Вот как бы ты поступил и как стоит поступать большинству разработчиков? Ну, это сложный как бы такой вопрос. Почему? Потому что ну, мы с этим сталкивались, да, у нас самые первые пару месяцев нашей пивной игрушки у нас достаточно большое количество токенов начислялось пользователям, и мы-то думали, что эти токены они будут как-то использовать там внутри игры. Более того, мы как бы, ну, поначалу тоже неопытные были. Первый ответ на первый вопрос – это, ну, точно ли вы сделали все правильно и направили пользователей игры на то, что они где-то эти токены должны сжигать. То есть вот их надо обязательно направить на то, что, ну, приготовить к тому, что это монетки, в принципе, не для того, чтобы вы там, не знаю, бургер себе купили или что еще, для того, чтобы вы были, скажем так, над вашими соперниками. То есть больше у вас монеток, вы что-то там поулучшали, поделали, и, соответственно, там, ну, стали круче, условно говоря. Вот. Но, может быть, это изначально какая-то неправильная там токеномика, неправильная вся эта тема. Поэтому, ну, мы, условно говоря, когда в пивной игре наконец-то там выпустили возможность внутреннеигровой токен тратить на игровые предметы на NFT, покупать за него, то у нас его эмиссия сильно уменьшилась, то есть люди его начали действительно тратить, действительно сжигать. То есть его, по сути, сейчас практически даже не продают на бирже, а все тратится, сжигается в игре. Вот. Что я сделал? Ну, откровенно, вот, наверное, ты по степану как бы следил все эти движения, как это все было. Я не влетал в степан, потому что Я тоже. Понимал, о чем это. Вот я участвовал, конечно, на Binance в лотерее. Наверное, все участвовали. Да, Я не 100%. выиграл. Там можно было, я бы просто флипнул эти кроссовки, но я туда лезть бы не стал. Ну, как-то, ну, не знаю, не моя тема. Вот. И они там, что они сделали? Они китайцев, по-моему, отключили. Просто отключили китайцев. Они отключили китайцев, потому что китайцы, по сути, начали... Обузить. Да, ну не то, что обузить, там как бы покупали миллиард телефонов, и с этим миллиардом телефонов ходили гуляли. Ну, то есть, как бы
это, скажем так, зеркальные санкции, как сейчас принято говорить. То есть ты абузишь, ну типа тебя абузят. Мы когда-то сделали то же самое, мы обнаружили там у нас в игре венесуэльскую ферму, такой чувачок был, который, ну, научился нас обманывать, и обманывал нас достаточно долго. В конечном итоге мы просто все его аккаунты заблокировали. Вот, на что он написал нам в Дискорде, типа, очень жаль, как же мне теперь семью кормить. Мгм. Вот так. Ну, это классика, Вот. слушай, такое было и с ПВУ, и с криптоблейдом, когда просто люди делают огромные фермы, и у меня в телеграм-канале я скидывал видео, где просто огромное помещение, и то ли индусы, то ли, я не знаю, в общем, люди из стран третьего мира ходят и вот так вот просто нажимают кнопочкой, на каждом телефоне кнопку нажимают, и вот так вот по кругу, вокруг помещения ходят для того, чтобы собирать там воду, которую давали в том проекте, это был ПВУ. Вопрос все-таки я хотел бы услышать, потому что я сам задался этим вопросом недавно. Вот, предположим, не ты. Вот проект, все, у него гиперинфляция, он не интересен. Что разработчику делать в этот момент? Стоит ли Ну, закрыть проект? Ну, вот как поступить, как слушай, правильно? закрыть, ты представляешь, вот взять, закрыть степом, вот сколько он поработал, 2 месяца поработал, да, наверное, Мгм. сколько он пилился, сколько туда денег вложили, хотя я думаю, там как бы все нормально, и фонды свое заработали, и разработчики свое заработали, разработчикам там как бы много не надо, разработчики, там понятно, они работают, они пишут, это должно оплачиваться, там и так далее, идея, какой-то там интеллектуальная собственность, вот, фонды в свою очередь, то есть они, понятно, там получили токены, флипанулись, первых там хомяков, которые забежали, залетели, потом те, вторых, третьих, четвертых, а потом хомяки закончились, как бы, и уже флипаться не от кого, соответственно, да, инфляция, монета падает. Но Степан мне понравился, то есть у них все-таки были какие-то интересные нововведения, и, ну, человек должен к этому быть в любом случае готов и должен понимать, что он готов дать пользователям в будущем для того, чтобы они остались с ним. Вот Степан, там, например, они сказали, что это будут официальные марафоны какие-то, Мгм. то есть участие в забегах крупных, там, берлинский марафон, там, детройтский и так далее. Вот. Ну, вот это интересно, как по мне. Понятно, это будет неинтересно китайцам, там, которые, ну, вьетнамцам, которые по кругу ходят, ты говоришь. Вот. Но там европейцам, американцам это интересно вполне. Поэтому, ну, конечно, публика сузится, количество заходов в день и уникальных пользователей тоже сузится. Вот. Но, тем не менее, останутся как бы люди, которым это по приколу, это нравится. Ну, я думаю, что... Да, я хотел бы еще от себя добавить то, что вот эти мотивационно-поощрительные игры, я их так, если что, называю, когда тебе платят за то, что ты ходишь, за то, что ты читаешь, за то, что ты учишь английский язык, они прикольны тем, что даже если все это дело заскамится, те знания и то, что ты получил от того, что ты делал, польза от этого останется. То есть, если ты ходил, там отходил, я не знаю, 20-30 километров, то польза для твоего здоровья все равно останется, даже если проект заскамится. Или если ты учил английский язык и проект заскамится, не будет больше приносить деньги, то те знания, которые ты получил, они все равно с тобой останутся. Так мне пишут, что у нас конференция заканчивается, у нас еще есть 10 минут. Давай еще один вопрос, наверное, и будем закругляться. Какой блокчейн, по твоему мнению, сейчас будет для Play to Earn наиболее актуален, ну, в ближайший год? И как ты относишься к блокчейну Тон, если ты о нем слышал? Ну, вообще не к блокчейну, О, скорее к криптовалюте. ну, к тону никак не отношусь, я, если честно, ну, не изучал, не открывал, и Угу, вот как-то мимо меня все это дело прошло, сразу отвечу, ну, угу. чтобы не забыть. Да, без проблем. Надо, наверное, подразобраться будет. Вот. И по блокчейнам, которые будут наиболее интересными, ну, мне близок НИР, вот. И мне все так же остается близок Hive. Почему Hive? Потому что ну, у меня есть достаточно такой немаленький Hive стек, то есть Угу. какие-то свои инвестиции. И я общаюсь с Core Team, понимаю, что Core Team готовит интересное очень обновление. В будущем будут хардфорки различные. И они разработали уже вроде как выпущена SDK-шка для игр, для разных приложений, которые очень просто смогут там буквально в 2 клика подключаться к блокчейну, использовать блокчейн для своих приложений, игр и так далее. Вот. И Hive интересен тем, что он абсолютно бесплатный, то есть там нету платы за газ и так далее. Угу. Если там
тот момент, когда они все-таки допилят возможность производства смарт-контрактов там, и NFT, то, ну, я думаю, цена обновит свой АТХ, потому что АТХ был $3, там 3,50, сейчас 45 центов. Такая вот история. А по поводу Нира тоже все очень круто, потому что хорошо общаюсь с Human Guild, с ребятами из Нира в том числе. Вижу, что они делают, как они, ну, в общем-то, курируют новые проекты, что они делают для их раскрутки. Там тоже все будет очень интересно, очень хорошо. Достаточно большое количество игр на Нире тоже выйдет в этом году, там, в начале следующего года. Поэтому за этим нужно следить. Касательно Вакса, ну, я как бы что-то уже вижу, что он в таком упадке находится. Есть такое, да, есть. Новые проекты выходят абсолютно без какого-то интереса. Ну, может быть, это цикл такой, и, может быть, там пройдет год-полтора, что-то снова там начнется какая-то движуха. Вот. Поэтому, ну, в принципе, как бы, да, Нир хайв просто потому, что хайв это что-то такое родное, близкое. А из чего-то такого серьезного, я думаю, все-таки тенденция по созданию своих каких-то кроссчейновых историй, точнее не кроссчейновых, а Layer 2 решений на базе, соответственно, EVM. Та же Solana, может быть, если она ломаться перестанет. Да, вот. да. Обратить внимание можно также на Velos. Это интересная штука, которая, собственно, что-то гибридное между Solana и EVM с очень низкими, ну, практически нулевыми комиссиями. Вот, там тоже будут выпускаться интересные проекты. Но в целом, да, даже на эфирке сейчас может что-то быть, потому что, ну, вот те же Gods Unchained, я не знаю, ты делаешь на них обзоры, не делаешь? Нет, не делаю, но на стримах рассказываю ребятам про них. Вот. Ну, они же как бы на своем, на Immutable, там, как бы на Layer 2. И, ну, вот мне кажется, будут выходить проекты, и будут они выходить на самых необычных блокчейнах. Здесь даже будет гонка такая, типа, какой блокчейн больше заплатит какой игре для того, чтобы, Да, если 100%. если это что-то действительно интересное. Да, если это что... хайпанет, допустим, как StepIn, то многие блокчейны будут готовы заплатить деньги для того, чтобы разработчики разместились именно на их блокчейне. И, кстати, у нас времени немного осталось. Скажу, что сейчас Solana вроде как обогнала уже эфир по количеству транзакций, но не по количеству денег в плане NFT. То есть количество транзакций на Solana больше, чем на эфире, но эфир по денежному эквиваленту, денежному объему, он еще занимает это первенство. Ну и в конце скажи что-нибудь про свои игры, не знаю, позови ребят к себе в проекты, у нас тут осталось минуты 3-4, скажи, что у вас планируется в ближайшее время, если планируется, вот. И будем Да, прощаться. на самом деле, ну, как бы проще всего за этим проследить, подписаться на Telegram. Я планирую в ближайшее время его немножко трансформировать и в том числе рассказывать там о жизни в Праге, о жизни в Чехии. Я очень люблю Чехию. Я наконец-то в Чехии. Слушай, это круто, я бы посмотрел с удовольствием. Да, там какие-то вещи тут очень уникальные происходят, и про них хочется делиться, хочется рассказывать. Я еще с сообществом криптанским в Чехии не познакомился, но здесь у меня есть близкий друг, который тоже в крипте достаточно давно, вот, и, может быть, будут какие-то там совместные движухи. В общем, буду информировать. По поводу игр у нас на, в общем-то, третий квартал, август месяц, запланирован альфа-запуск третьей игры Fishmaster на блокчейне NIR. Он будет разбит на несколько частей, то есть самый первый тестовый запуск мы запланировали на начало августа. Поэтому про это я напишу обязательно. Вот. Здесь будет гибрид обычного фарминга, фермы, прокачки персонажей, которые будут фиксироваться в виде NFT, и, соответственно, будет рыбалка, в рамках которой там игроки могут создавать какие-то свои события, ну, как, условно говоря, создаешь сервер, приглашаешь людей, они там начинают ловить рыбу, что-то там общаться между собой. Кто выигрывает, тот выигрывает. Вот. И Ocean Planet, безусловно, будет большое обновление с PvP и с PvE, но там нужно тестировать все это дело, в общем-то, сделать, как это называется, отредактировать силы и так далее, то есть баланс сделать правильно. Над этим сейчас работаем. Касательно пива и всего остального, мы
это долгая история, она сложная, она много кому непонятная вообще, зачем мы этим занимаемся. Я просто очень люблю пиво, как бы это моя, в общем-то, часть жизни, потому что я работал пивоваром, очень много консультировал пивоварни, и в Чехии, и в пивной стране нахожусь. Вот, поэтому здесь, ну, здесь тоже будет какое-то свое логическое завершение. Мы планируем сделать из обычной игры такую мини-метавселенную, то есть даже, Мгм. может быть, не на своей базе, а где-то в существующих уже метавселенных, которые популярны. И наша задача, собственно, связать действующие пивоварни с потребителями, с теми людьми, которым это интересно, и делать в этих метавселенных постоянно какие-то события, в рамках которых они смогут, в общем-то, онлайн на расстоянии знакомиться с продуктом, узнавать фишки, узнавать плюшки, узнавать, как это, для чего это и так далее. Я очень много занимался, в том числе пивным образованием для людей, и ну, за там несколько лет в районе 1000 человек мы обучили. Но это все проходило офлайн. Если это все делать онлайн, то это намного больше охват и намного больше интерес. И в свою очередь мы там же будем делать PvP, потому что, ну, там сейчас все занудно и грустно, нужно варить пиво и его продавать, выполнять задания, там, собирать ингредиенты и прочее. Мы хотим сделать, что помимо этого всего люди смогут друг с другом в общем-то, сражаться в нетривиальной форме, а именно, то есть это не какие-то там драконы, космические корабли, это Мгм. простые там пивные панки, собственно, пивные панки это тоже наша коллекция на мире, которая существует. Вот эти пивные панки будут между собой сражаться, используя внутренние игровые NFT. А эти внутренние игровые NFT, они будут, ну, собственно говоря, это и есть настоящее пивное там оборудование, либо какие-то плюшки, которыми можно там друг друга бить, ну, там, Мгм. прочие штуки делать. То есть это будет выглядеть так трэшовенько, ну и прикольно, по мне. Да, я думаю, слушай, мне очень нравится решение, то, что вы хотите интегрировать в метавселенной вот эту вот всю пивную историю, потому что я вообще полностью это все поддерживаю, потому что NFT и метавселенные позволяют стереть грань между вот виртуальными какими-то играми и реальным бизнесом. И я когда читаю какие-то статьи, где там какие-то западные ребята в метавселенных интегрируют что-то, там открывают свои магазины, я всегда очень сильно впечатляюсь, всегда радуюсь их успехом, потому что считаю, что NFT может решить эту проблему и помочь продвигать тот или иной бизнес и зарабатывать, конечно же, больше денег. Собственно, на этом, наверное, мы с вами будем прощаться. Подписывайтесь на канал Андрея, который называется «Крипта и пиво». Все ссылки будут в описании. Я думаю, что этот подкаст был вам интересен. Если так, то пишите комментарии, ставьте лайки. А я думаю, что мы с Андреем когда-нибудь еще созвонимся и пообсуждаем какие-нибудь насущные проблемы сферы NFT. Обязательно, обязательно так и будет. Спасибо за приглашение. Да, Друзья, все, всем все, пока. все, ребята, все, пока.